второй раз там чуть дольше заблудился. И мы должны были приехать в 14:48, а приехали в 15:48. И тут началась проблема с кемпами. Нам кемп не нужен был, но так как озеро, начались проблемы с парковкой воды. Все, в общем, мы крутились. И тут мы нашли кемп. Не кемп, а именно парковку для кемпов, где есть вода в одном месте и вот это слив седой воды и туалета, серой воды и туалета. И даже можно воды набрать. Все. За 2 евро в час или 20 евро 24 часа для кемпа, как бы скидка. Ну тут решайте, если вы сутки стоите, вам выгодней. Если там на пару часов, то выгодней по часовую оплату. Но автомат для парковки, это там голову сломаешь. Не мы одни там голову ломали. Там просто люди подходили, спрашивали друг у друга, и все это. В общем, жесть. Но нам какой-то дядька, говорящий на английском, не знаю, по национальности. Он, по-моему, немец, мне кажется. Немец, да, но на английском разговаривал, да. Что он сразу определил, что мы русские, там, это. Но он спросил, кто это, что он помнит. Мы же разговариваем между собой, через телефон, через переводчик переводим. А вот в этом маленьком кемпе, там, где мы были после Пизы, так вот там руками, ногами, через телефон, без проблем. Вот этого никто не стесняется, никто тебя ни в чем не упрекает, что ты там говорить не умеешь, все это, как-то что-то понятно. Это вообще не надо бояться, вообще, блин. Я вот через телефон перевел, да, ну вот, она вроде как и понимает, поняла, и все, но телефон же там, переводчик, может, не так перевел. Я ей про вот этот туалет, слив, там, серая вода, она вышла, мне специально показала где, хотя мы понимали вроде, что как бы понимаем друг друга, но все равно. Потом пошли мне показали, куда я заехать должен, вообще проблем нет, нема проблем. Поэтому вот этого бояться не надо, блин, там, какой-то национальности или какое у тебя гражданство, это, блин, вообще. И запарковались мы в этом кемпе, нам помогли вот с этими, ну, в общем, мы сами не разобрались. И переводили через переводчик, и все, и там... И причем нарисовано на помощь все, девушку, да? итальянку, и она не могла нам разобралась. помочь. Да, ну, в общем, инструкция, ну, по-дебильному сделана. А то, как надо делать, там не указано. Там просто есть флажок, на который нужно нажать, выбрать тариф, подтвердить тариф и потом оплачивать. Все, блин. Но в инструкции, ну, по-дебильному нарисовано. И вообще этот знак не упоминается. Но что классно было в этой парковке, а перед ней еще там 2 кемпа было, все. Она на берегу озера. Все, ты выходишь, вот парковка там, я не знаю, там 50 парковочных мест. Она не очень большая. Не очень. Ну, тесная, под уклоном стоит, надо ставить клинья, чтобы ровно ты был. В общем, но плюс в том, что вот берег озера, да, берег озера и все. И мы пошли, позагорали, кто-то позагорал, кто-то поплавал. В общем, шикардос. Теперь вот следующие какие наши, вот тоже, вот что мы для себя открыли вот в этом путешествии, да? Чемоданы брать не надо. Вещи в сумке, сразу вещи выложил, сумку Выложить сложил. сразу. Да, и, вот, ребята, еще самое главное. Наша главная ошибка была. Мы вот это, когда в связи с тем, что у нас бегом-бегом нужно ехать, на следующий день у нас было вот это мероприятие, мы все побросали в сумках, там в чемоданах, в сумках, все это. И вот это вот, первую ночь в Словении нужно было лечь спать, эти сумки таскаешь в одну сторону. Утром встали, нужно ехать, эти сумки в другую сторону. Потом мы уставшие, после этого, мы приехали туда, бегом-бегом нужно все взять, все это ищешь, где, чего, как. Взяли, пришли, сели, приехали, легли спать вот эту первую ночь, но уже в кемпе ночь. Опять эти сумки туда тасовали, и вот только на следующий день, это уже второй день. Смотри, как красиво. Да, ну я отсюда не вижу. Видишь? Это вот это нужно было все растасовывать. Поэтому, прежде чем ехать, вообще вот лучше 3 часа потратить перед тем, как их загружаешь, их растасовать, все. Вы столько времени сэкономите, нервов, сил. Потом это просто не передать.
3 ночи и 2 дня мы вот это их тасовали туда-сюда. Это жесть. Это просто жесть. А чемоданы не нужны, потому что с них почти все достали. И вот теперь там 2 чемодана в гараже лежат, место занимают. Как бы место не заняли. Нам туда не надо ничего ложить, но если что-то надо взять, вот это вот перетаскивать туда-сюда, ну, в общем, чемоданы не нужны. Это вы не в отель едете, где чемодан все сложили, потом автобус, у вас какой-то маршрут такой познавательный, все это там учебный. Не нужны чемоданы. Так, проверим, наш чувак, нет? Наш, ну, немножко слабоват. Потом это, следующее, что? Тут была свой совочек и свой веничек. Ну, в общем, это он так, это, тут с торпеды смести мне пыль или сиденья. Меньше просто, наверное, не было. Вот они купили его за копейку. Просто меньше уже не, они бы купили и меньше, наверное, уже не выпускают. Потом следующее, что? Должен быть большая метелка, которая ты стоишь и все заметаешь. Вот. Ведро у них было удачное, в котором можно и полы помыть, и посуду отнести в кемпе куда-то помыть, потому что в кемпах есть места, где вот этот вот, который был в Хорватии последний, в котором были, ну, там шикарный, там просто бомба. Все вот эти технические, социальные вещи там просто решены. Там плюс апартаменты там есть, апартаменты виллы есть, ну там уровень достойный, мне очень понравилось. Вот. Ну как бы все кемпы были, но по отношению там кемп будет отличаться. Я же говорю, у нас опыт первый, поэтому то, что есть, то, что сравнили. И что я хотел? Должна быть вот этот вот метелка хорошая, которая позаметать, подметать все. Дальше что? Поняли, когда вот это ж ходили, все это. Внутри автодома должна быть своя обувь. Выходишь, переобуваешься. Та обувь, в которой ходишь на улице, ни в коем случае не должна заноситься, в этот кемп, ну, в дом. Несется мусор, как не знаю что. Не успеваешь его заметать, подметать, Вот. Тоже мы вот увидели там немцев, ну, я так понял, это уже там, наверное, проехали, полмира. Там все так серьезно у них сделано, так, вот этот гараж, который был открытый, я увидел, там полочки, там для обуви, вот этот шкаф специально сделан, ну, там уже это, и ребята ездят серьезно. А те, кто уже совсем ездит серьезно, так тот как бы, так, допустим, скажем так, мы нищие, у нас сзади велосипедов нет. Потом класс чуть выше, они возят с собой велосипеды, потому что где-то запарковался и погнал куда-нибудь. Куда надо, хоть в магазин, хоть на прохаз, куда-то на прогулку, хоть в лес. Ну не знаю куда захочешь. Потому что так надо ехать вот этим целым одороблом. Купить хлеба, так надо гнать вот эту корову целую. Вот. Следующий класс выше, те возят с собой мотоцикл, прицеп из мотоцикла. Ну а самый высший уровень, прицеп и машина у них сзади стоит, мы обалдели. Вот этот в первом кемпе мы увидели пару, ну они уже пенсионеры, у них прицеп, а на прицепе Toyota Yaris. И вот они там стоят, и такие активная такая пара. Мы их там практически только вечером видели. И то были такие вечера, что они приехали, что-то взяли и опять уехали. Это какие вечера мы там? Ну, я говорю, два раза мы там были. Первый раз мы приехали, они там были, отдыхали уже, наверное. Да, они уже отдыхали, потому что на следующий день они смылись. Да, утром потом приехали и опять куда-то поехали. А с утра она осталась сидеть. Он уже кемпом куда-то уехал. Потом приехал. В общем, там ребята молодцы. Вот так вот живут, наверное, обеспеченно или достойно, или кому это нравится. Потому что, ну, вот этот вот вид, я бы сказал, вот
Я говорю, опять же, я только со своей, нашей первой вот этой вот поездки, это очень активный вид отдыха. Очень активный. Это же не просто как в отель пришел, упал на всем готовом. Нет, тут надо приготовить, заехать купить.